Ой, потому что эта функция совместной трансляции до сих пор не до конца еще некорректно работает. Ладно, давайте вернемся к сварке. Мы сегодня с компанией МДКФЛ Беларусь с Сергеем, у нас сегодня два Сергея, приветствую, да, Сергей. Мы сегодня будем говорить про синергетику в сварочном оборудовании, про синергетику на полуавтоматах и на других видах сварки, чуть попозже об этом скажу. На ручниках, допустим, в аргон-дуговых аппаратах тоже есть синергетика, но это другое. Мы сейчас, все-таки основная мысль будет про синергетику сварочных полуавтоматов. Ну, мы прекрасно понимаем, вот есть сварочный аппарат, и есть аппараты с функцией синергетики, без функции синергетики. Так, я тогда уже начал все рассказывать, я тогда сейчас, Сергей, я буквально минут 5 про синергетику расскажу, а потом будем вместе общаться и делиться опытом, там, для Давай. чего вообще она нужна. Ну и вот, синергетика нужна для того, чтобы быстро начать сварку. Что я имею в виду? На старых аппаратах у нас было две крутилки. Скорость подачи проволоки и напряжение. И мы каждый материал, который сваривали, мы подбирали постоянно по новым параметрам. Мы, допустим, поменяли газ, поменяли диаметр проволоки, либо материал проволоки, поменяли сам материал. И нам постоянно приходилось подкручивать скорость подачи проволоки, напряжение, длина дуги, индуктивность. А когда есть энергетика, это просто набор программ, которые есть уже в сварочном аппарате. Мы включили просто сварочный аппарат, набрали программку номер 2, либо там, не знаю, 256 по нумерации у каждого аппарата синергетического. Есть таблица с этими кривыми синергетическими, и начали сразу же сварку. В общем, эта функция, она очень помогает для быстрого старта, как для новичков, так и для профессионалов. Если, как сказать, вот опять же, приведу конкретный пример, все мои знакомые сварщики, там, профессиональные сварщики, либо новички, все пользуются энергетикой, да это удобная, крутая штука. Тебе не надо там 30 минут или 20 минут настраивать аппарат, ты его включил, выбрал программку и начал варить. Опять же, после энергетики там, не знаю, в некоторых дорогих аппаратах есть там по 400 программ, есть по 300 программ, есть там по 10 программ. Да и 10 программ, в принципе, вполне хватит вообще там на аппарате на 200 ампер, там, не знаю, там на 300 ампер. Ну, основные, как сказать, там, виды материалов. Вообще синергетика также выбирается по трем параметрам. Первое– это диаметр проволоки, то есть мы включили аппарат, и нам перед тем, чтобы аппарат понял, что мы свариваем, что мы хотим от него, нам нужно задать ему три параметра. Первый– это диаметр проволоки, там 0,6, 0,8, единичка, 1,2, 1,6 и так далее. Второе– это газ, это там чистое СО2, либо смесь там М21, там 80 на 20, 18 на 70, сколько там, на 82, либо 2 на 98 там для нержавейки. И третье– это сам материал. Это черная сталь, там, это алюминий, это нержавейка, либо сам материал уже который по проволоке идет. Опять же, там можно выбирать. Ну, то есть три параметра мы ввели и начали процесс сварки. Все, тут как бы все легко и просто, и там, я не знаю, многим все понятно. Но у синергетики были разные, как сказать, уровни и разные этапы развития. Самая-самая первая синергетика, еще плюс так, а на производствах до 2 дней подстройка бывает. Согласен, И Юрий, такое. да, приветствую. И на самом деле, опять же, когда какой-то там спецматериал, либо там у нас в России есть такие заводы, куда там я сам ездил, которые там либо оборонка, либо еще что-нибудь, где в самом деле мы там целую неделю только режима отрабатывали на заготовках, чтобы все было идеально, чтобы заказчика устраивало. Там какая-нибудь проволока вот с таким вот химсоставом, там еще какой-нибудь материал вот с таким вот химсоставом, там его вообще. Естественно, иногда мы приходили к помощи специалистов я имею в виду завода-изготовителя. Ну, то есть мы поставляли оборудование, допустим, там определенной европейской марки, и этой синергетической кривой, естественно, не было, потому что это очень редкая проволока, очень редкий металл, и там газ тоже еще был своеобразный. И с помощью инженеров с Европы мы все вместе, грубо говоря, по WhatsApp, мы им отправляли параметры, данные, они нам свои параметры, потом через флешку мы закачивали уже на заводе производителя. Ну, то есть это, опять же, это удобно, это круто. Один раз ты подобрал параметры и режимы сварки с помощью завода-изготовителя, когда есть такая возможность, это хорошо. А потом на следующий аппарат ты просто берешь флешку, вставляешь там, не знаю, в остальные 50 аппаратов, которые стоят на производстве, и копируешь эту синергетическую кривую. И все сварщики спокойно работают. Так, и буквально еще одну секундочку, вернемся к этапам развития синергетики. Самая первая синергетика была, это когда у нас вот есть скорость подачи проволоки в амперах, ну, она вообще в метрах в минуту отображает ампер, допустим, там 100 ампер, и напряжение, там, не знаю, 15 вольт. И когда мы увеличиваем скорость подачи проволоки, допустим, до 110, то у нас напряжение автоматически тоже подтягивается выше. Либо когда мы уменьшаем скорость подачи проволоки,
и тогда у нас напряжение ниже. Ну, то есть у нас как бы два этих параметра, они взаимосвязаны. Регулируем скорость подачи, у нас напряжение как бы меняется. А второй этап с энергетики, который, ну, сейчас уже на большинстве сварочных аппаратов, это когда все то же самое, что я сейчас сказал, но когда еще есть возможность, у нас напряжение, вот мы, допустим, вот у нас опять 100 ампер и там 15 вольт напряжение, и мы установили, и мы идет 15 вольт напряжение, мы можем ниже сделать, допустим, там на 14 вольт, а у нас как было 100 ампер, так и осталось 100 ампер. Либо мы можем сделать на 17 вольт, а у нас как было 100 ампер, так и осталось. Это для более точной настройки. Ну, это там, не знаю, в Китае говорят, типа, это второе поколение именно с энергетики, там, не знаю, апгрейд. Ну, опять же, там на всех современных сварочных аппаратах, европейских, американских, в принципе, все это есть. Так, Сергей, тебе слово буквально. Да, на самом деле синергетика очень популярный запрос на сегодняшний день. Действительно, как отметил Сергей, позволяет и новичку, и профессионалу быстро начать варить, и что не может не радовать. Действительно, вот на сегодняшний день будем называть это вторым этапом, когда присутствует возможность корректировки на лету заранее заложенных вот данных синергетических линий. Почему? Потому что на самом деле при всем развитии электроники это всего лишь ну, микроконтроллер, в котором записана очередная программа, базовая, которая может не учитывать некоторых нюансов, действительно, как химсостав, как минимум сварочной проволоки, химсостав сварочного материала, в конце концов, реальный химсостав газа защитного, которым пользуемся при сварке. Он, к сожалению, очень часто может отличаться от заявленного. Ну, таковы реалии, что ж поделаешь, особенно в сегодняшний день. И не всегда на самом деле использование базовой, заложенной заводом-изготовителем программы позволяет добиться действительно желаемого, нужного результата. То, что присутствует возможность корректировки отдельных параметров, это действительно радость, это действительно счастье. Почему? Вот, например, как у нас была недавно трансляция на нашем канале «Мои сварка» по поводу простого примера. Гонка Wave... Прошу прощения, гонка Extreme X200 LCD, уже немножко, да, рабочий день. Там мы демонстрировали базовые действительно настройки принципы, и там можно было отдельно регулировать несколько параметров. Вот, что касаемо напряжения, очень полезная регулировка на самом деле. И, конечно же, там регулировка по толщине металла, который используется. Опять-таки, важный параметр, который часто не всегда соответствует заявленному фактически, и приходится с изумлением смотреть на результаты, когда по факту выставленные правильные режимы не позволяют добиться нужного результата. Как иногда кажется, что проще вручную, накрутил и забыл. Ну, а чем еще полезна синергетика? Действительно тем, что вы экономите свое время, и тем, что если вы работаете на нескольких видах сварки в течение смены, вы можете безболезненно, быстро переключаться между режимами, которые можно записать в память. Вот именно наличие памяти действительно позволяет нажатием щелчком пальца мгновенно переключиться на другую работу, а качественное оборудование добиться наилучшего результата. Вот что касаемо нашего опыта, действительно, ну, где-то последние года полтора начали заказчики активно интересоваться возможностями оборудования и возможностями количеством синергетических линий, возможностью их корректировать, и это именно запись в память Да, да. данных настроек, потому что действительно, как рассказывал Сергей, что и коллеги писали нам в чате, что до 2 недель доходили процессы подстройки, и за 2 недели, потеряв наработки, это, конечно, можно будет, мягко говоря, нервный срыв получить, я уже не говорю о финансовых затраченных возможностях, но тем не менее. И синергетика, что радует, становится доступной. Раньше она встречалась в оборудовании топового премиального уровня стоимостью десятки тысяч евро, долларов, там нужно подчеркнуть. А на сегодняшний день вполне себе взять тот же NIC 200 LCD от Фугонга, вполне себе доступные цифры. Мы, конечно, будем апеллировать нашими белорусскими рублями. Ну, чуть больше $1000, что, в принципе, за аппарат, который фактически сваривает практически все, это, на мой взгляд, более чем доступная сумма. И учитывая то, что такие запросы на самом деле используются профессионалами, а те, кто занимается профессионально сваркой, он никогда не будет экономить ни на чем. Почему? Потому что Краилова очень часто всегда везет в подалово. Об этом Так оно и говорится. есть.
Да, вот. Но если вернуться к возможностям каждого производителя, тут уже действительно возникают вопросы, кто что вкладывает в это понятие синергетики. Вот если взять тот же SAP и фактически по уму разложить всю его линейку, есть аппараты, в которых имеются зачатки синергетики, то есть Academic C200 функция QSET, все линейка Rebel фактически с такими же характеристиками, как QSET, когда аппарат уже непосредственно в точке сварки снимает показания и уже корректирует свои характеристики, выставленные режимы в процессе работы. Ну и серия Arista 4004 и же с ними, которые действительно обладают большими возможностями с панелью 82, то становится понятным, что такие вещи неспроста развиваются, и, может быть, когда-нибудь мы застанем то время, когда уже 10-я ступень эволюции позволит указанием пальца получить желаемый результат. Аппарат сам это все делает. Но действительно, вот Юрий пишет, и самое Пумкин. действительно хорошее, но для узких фронтов работ. В чем-то, да, могу с ним согласиться по поводу узкости. Часто заказчики спрашивают не про количество действительно синергетических линий, а именно их наличие, не уделяя тому момента внимания тому, что действительно их количество характеризует о более вдумчивой, кропотливой работе и больших возможностях оборудования в работе с различными материалами. Что касается еще одной пользы от энергетики, не стоит забывать, что действительно упоминаемая ранее Сергеем одна из основ настройки синергетической линии – это марка сварочной проволоки, марка материала сварочного, присадочного, то есть же действительно разброс характеристик каждого производителя. Да что там говорить о каждом производителе, если характеристики у некоторых производителей от партии к партии может значительно отличаться. Про частоту защитного газа я уже упоминал. Опять-таки про химсостав металла мы тоже упоминали. Поэтому, да, действительно, развитие возможностей электроники позволило сделать работу сварщика, в принципе, более легкой. Но, тем не менее, это не значит то, что необходимо тренироваться, иметь знания определенные, не только касаемо способа сварки, а даже и металлургии в том числе, чтобы понимать, с чем работаешь, как работаешь. Поэтому синергетика – это отличный вариант помощи, но не палочка-выручалочка, все-таки, на мой взгляд. Сергей, что ты на это скажешь? И я хочу два момента сказать. Первое, что все правильно, полностью соглашусь. Такой даже не момент, а, как сказать, утверждение. В общем, у каждого производителя своя синергетика. К чему я это клоню? Каждый производитель пишет свои синергетические кривые. Потому что конкретно я был, допустим, на испытаниях. Нас пригласило большое крупное предприятие. Там было 3 вида сварочного оборудования. Был ЕВМ, был Кемпи и что-то еще было, сейчас уже не помню. И задача стояла в том, что на определенных режимах сварить определенные образцы. Ну, то есть на всех аппаратах должны были выставить, там, грубо говоря, там, не знаю, там 180 ампер, я сейчас наугад говорю, сейчас уже не помню, и там 18 вольт, и должны произвести процесс сварки, чтобы образцы потом прошли рентген, чтобы шов был визуально красивый, чтобы было проправление и так далее. На всех 3 разных аппаратах, там это была Финляндия, я помню, Кемпи, был ЕВМ, а третий уже не помню. В общем, везде швы абсолютно разные получились, хотя у нас материал один и тот же, проволока одна и та же, газ там один и тот же, грубо говоря, в баллонах. Но синергетика, как сказать, даже режимы, которые мы ставим, там 180, не знаю, на всех аппаратах, 180 ампер и напряжение, но все равно по факту все швы совершенно были разные. То есть тут все равно нужна ручная подстройка именно для каждого, как сказать, для каждого процесса сварки, это естественно. И еще такой момент хотел вспомнить по поводу листа металла и химсостава. Опять же, это было в моей практике, когда я еще работал на заводе. Вот пришел к нам лист металла, и наша лаборатория, в общем, с одного края листа металла один химсостав, по центру другой, и там через 2 метра третий химсостав. Ну, там, короче, вот по идее лист металла 2 на 6, а везде разный химсостав. Ну, как бы и про газ то же самое, как ты правильно говоришь. Газ, по идее, как сказать, ну, как сказать, когда мы покупаем газ, либо предприятие берет в аренду сами газовые баллоны, то там все понятно, все, как сказать, характеристики все заявлены. Но по факту, что там внутри находится какой-то баллон, сколько там был газ, блин, Юрий, к сожалению, длинное сообщение не успел прочитать, и как там очищали, не очищали баллон. Ну, то есть уже, там, не знаю, второй фактор. И третий фактор, как ты правильно говоришь,
так как мы занимаемся сварочным материалом, мы прекрасно понимаем то, что все партии, они все равно немножко, но разные. Не бывает полностью 2 идентичные. Ну, как бы это нормально, опять же, тут ничего такого нет. Не бывает 2 полностью идентичные, там, 2 партии сварочной проволоки, там, год назад, либо месяц назад, либо да, повторяемость хорошая, повторяемость очень-очень узкая, но полностью идентичных все равно не бывает. И все это накладывает, как сказать, на все это накладывает элементарные проблемы, когда нужна уже ручная подстройка. Да, в общем, в любом случае, компьютер компьютером, а свои мозги это хорошо. И, конечно же, опыт, что немаловажно. Почему? Потому что, вот, кстати, тоже еще один аспект интересный по поводу опыта. Э, Старшее поколение, будем их так называть, сварщиков, которые никогда не работали с подобным оборудованием, очень скептически относятся к данным вещам. Почему? Да, на их стороне опыт, на их стороне отличная повторяемость результата в том числе, благодаря и опыту, благодаря уже определенным пройденным этапам обучения, и в конце концов, на мой взгляд, тоже чуйка вырабатывается такая, когда ты работаешь с металлом, как правило, с одним и тем же, но приходится переключаться на другие виды сварки, в том числе, то такие вещи значительно, как говорится, позволяют уже заранее угадать режимы, не то что именно определить, а угадать базовые режимы, от которых уже потом можно будет подстроиться, в принципе, проверить, тестовые швы сделать и так далее, как это все работает. Но тем не менее, что имеем, то имеем. А вот касаемо по поводу действительно защитного газа, вот взять аргонно-дуговую сварку, вот там фактически качество газа это же половина успеха. Вот. Юрий вот действительно правильно написал, продублировал, помог нам вернуться к мысли, что существуют же различные допуски, различные ГОСТы в конце концов. Да, ГОСТы международные, но где-то же на производстве допускаются определенные, не то что отклонения, а, как Сергей сказал, повторяемость результатов. Вот. У кого-то она уже, у кого-то она шире, соответственно, что тут можно говорить. В любом случае необходимо думать, что ты используешь, как используешь, и в конце концов тоже правильно подобрать оборудование. Это как там у нас, там, не знаю, ГОСТ СВ-08 Г2С, 2270, там, по-моему, не помню сейчас уже на память. Ну, в общем, он вот такой вот. И туда, по идее, можно впихать, да вообще все что угодно. Там можно такой разброс по сварочным присадкам, по лигирующим элементам сделать. То, что, с одной стороны, это простая обмененка, но с другой стороны, там можно и сюда уйти, и добавить чего-то еще. И это все равно будет СВ-08 Г2С. Это все равно будет там обмененка, либо там полировка. Или как там, не знаю, в Америке, по-моему, SG2, там, в Китае тоже, если синергетические кривые, то у них стали, это как обозначение SG2. Что означает это SG2, если перенести это, опять же, по идее, это аналог SV08 G2S. Ну, все эти аналоги, это все равно, ну, немножко это все не то. Это, Аналоги не уступающие оригиналу, аналогов нет. да-да-да-да-да. Ну, вернувшись вновь к доступности, повторюсь опять-таки, не может не радовать, что уже не то, что там неискушенные, а уже более-менее люди, которые не являются новичками сварки, а могут позволить себе подобное оборудование. Да и новички, в конце концов, будут быстрее, наверное, приходить к пониманию сварочных процессов, что на что влияет, то есть на что влияет регулировка напряжения, скорость подачи с регулировкой силы тока. Хотя на самом деле на словах это все просто, но в первую очередь, пока не попробуешь сам, ничего не понятно, как это работает и что мы в итоге получаем. В принципе, вот наш принцип, который мы всегда используем, это то оборудование, что мы предлагаем от нашей компании, от АБФКЛ, мы всегда тестируем сами перед отправкой к покупателю, проверяем его на всех возможных режимах практически, которые нам доступны на самом деле. Потому что мы тоже не всемогущие господа, держать широкий перечень спецматериалов и защитных газов, да и в конце концов этого не нужно делать на самом деле, именно в широком смысле этого слова. Но, тем не менее, когда оборудование проверено, действительно начинаешь понимать разницу, что вкладывается в понятие синергетики у одного производителя, у второго, и что ты в итоге получаешь. Часто люди, которые уже немножко сталкивались с подобной тематикой, уже задаются вопросами, а в каких режимах действительно будет осуществляться регулировка, независимо параметров, подстройка энергетических режимов. Взять тот же Хугонг,
там допускается эта регулировка, и уже производитель позаботился о том, что там выводится крайнее значение, подсвечивается. То есть, если на взгляд электроники слишком много напряжения, оно подсвечивается красным, либо же наоборот, оно слишком низкое, оно подсвечивается желтым, зеленым подсвечиваются оптимальные режимы, которые рекомендует оборудование, но тем не менее оно не запрещает работать в крайних режимах. А иногда такие радикальные меры позволяют, в принципе, добиться оптимального результата, на мой взгляд. А я бы сейчас еще хотел сказать про синергетику в сварочных аппаратах ММА-сварки, ручная дуговая сварка. В общем, если год назад, ну, наверно, мне кажется, даже 1,5 года назад, я когда увидел у Сварога вышли ручные аппараты, по-моему, на 160, на 200 ампер, и там была синергетика для ручной дуговой сварки. Я поначалу как бы смеялся. Ну, какая синергетика для ручной дуговой сварки? Ну, что там как бы за бред? Ну, что мы там, выбираем диаметр электрода, и он нам показывает ток. И вот первая моя реакция, вот тогда я как бы думал, ну, как бы, ну, идиоты, ну, крутой маркетинг, ну, ладно. Но вся фишка в том, то, что прошел год буквально, и мой знакомый, который в сварке вообще никак не соображает, он там, у него совершенно другая профессия. В общем, он купил себе ручной дуговой аппарат, сварок как раз именно с энергетикой, и он говорит, а для меня удобно, мне нравится эта фишка, мне нравится эта функция. Я в сварке вообще не понимаю, какие там амперы, какой там электрод. Я нажал 2 кнопочки и начал варить. И теперь я думаю, блин, так и в самом деле вроде бы удобно. Ну и ладно, то, что там, как сказать, да, для профессионала, возможно, это покажется то, что ерунда полная, но, опять же, для новичка, и ему же это реально помогло. И, блин, ну, в общем, даже с энергетикой по ручным дуговым аппаратам. По ручным дуговым аппаратам вот мысль такая интересная, вот я задам вопрос, вот, а можно ли считать зачатками синергетики действительно встроенный регулируемый форсаж дуги и горячий старт в оборудовании, если логически подумать? Вопрос Хороший. интересный. Да, вот в хорошем понимании этого вопроса, вот по факту, мы получаем фактически, наверное, ну не первую ступеньку, а половинку первой ступеньки в данной работе. Это будет полный ужас. Да-да-да-да. Ага. Сергей, ты здесь? Да, немножко картинка подводит. Вот. Очень часто начинающие сварщики приходят к нам с порога, сразу заявляют. Я вот ни разу, ну, видел, как сосед варил. Он давно варит, да, он давно варит. И дайте мне электроду они. Мы такие, ну, не надо. Ну, когда человек уже уверен, мы всегда предупреждаем, что действительно лучше тренироваться на чем-то другом, чем сразу к Оньке переходить. Хотя, с другой стороны, если сразу научишься на Оне варить и же с ними, электродами с основным покрытием, то будет намного проще дальше. Вот. В принципе, вот эти регулировки, которые присутствуют, как я уже говорил ранее, запрограммированный горячий старт, запрограммированный регулируемый форсаж, очень много аппаратов, действительно, таких, которые заявленно эту функцию в себя включают, но в то же время имеется множество аппаратов, где можно вручную эти настройки регулировать, что, в принципе, тоже, можно сказать, делит на два лагеря данное оборудование для ручной дуговой сварки. Но вот моя мысль такая, что вот в ММА-сварке такая вот синергетика, это действительно регулируемый горячий старт и форсаж. А крутая мысль, я раньше даже не задумывался об этом. Так оно, ну, по сути, и есть. Это что же, это реально помогает, это что же, ну как, это и есть такая полусинергетика, первые этапы синергетики. Вот взять ISAP HandyArc. Чем нам нравится аппарат, который мы сейчас фактически, HandyArc 162 в данном случае, там сразу на шкалу регулировки тока дополнительно нанесена шкала диаметра электрода. О, Я хочу что отметить? Почему? Потому что у каждого из производителей есть свои пограничные значения ампеража, которые используются при сварке, то есть от минимального до максимального. Причем они могут отличаться. В некоторых случаях даже больше, чем на 10 ампер, что наводит на определенные мысли, вот на самом деле. Понятно, что каждый из производителей там вкладывает в маску свой химсостав, в конце концов химсостав прутка исходного тоже влияет на качество сварки, но тем не менее, вот. Поэтому синергетика все больше и больше проникает в нашу жизнь. Да. опять же, технологии, блин, если раньше это было как-то в диковинку, и, не знаю, там, 4 года назад, 5 лет назад, когда я ездил по предприятиям, когда много было командировок,
Да, оборудования было вообще мало с энергетикой, и все пытались, ну, даже не знаю, запроса как такового, как ты говоришь, запроса именно не было на с энергетикой. То сейчас, уже в наше время, там, 23-й год, сейчас уже, да, уже 23-й год, нифига себе, мы уже сколько живем. И то, что каждый второй уже полуавтомат, либо каждый первый, всем нужен именно с энергетикой. Ну, опять же, это нормально, тут ничего такого плохого нету, и каждый производитель теперь пытается делать уже и, как сказать, старается сделать уже с энергетикой. Мне кажется, сейчас уже мало вообще полуавтоматов осталось, даже там, не знаю, бытовых, даже с Алиэкспресс, там, без энергетики. Там, если самые-самые только дешевые. Э, Вот именно, опять-таки, фактор цены еще дополнительно. Стоит отметить, что оборудование, которое действительно имеет возможность работать с энергетическими линиями, оно, да, немножко дороже. Все-таки это дополнительная электронная плата, а на сегодняшний день с дефицитом определенных электронных компонентов это неудивительно. Это дополнительная разработка, научно-исследовательские работы, в конце концов, дополнительные работы по обеспечению конструкции оборудования. Можно же придумать из тысячи, наверное, с энергетическими линиями аппарат, но это будет как Ералаш говорит, а что за чемоданы? А, это батарейки, не забудь. Да-да-да-да. Сам. Вот. И в то же время вот возникает вопрос теперь. Есть мнение, которое я озвучу, что сервисные службы не очень любят аппараты с энергетическим управлением. На твой взгляд, насколько это имеет место быть? Хороший вопрос, но, честно, с этим не Ну, я сталкивался. объясню еще раз почему. Потому что если мы возьмем, ну вот SAP KDT 2200, Мгм. шикарнейший аппарат, стандартная серия имеется в виду, с 34 панелью, например, или 33. И тот же KDT 2200 AC/DC. Во-первых, он уже больше. Во-вторых, там опять-таки присутствует дополнительная плата. Что, ну, касаемо надежности, данные аппараты One Love, что называется, вот, касаемо работы тем более. Но вот если взять других производителей, то могут возникать уже определенные вопросы. Больше электроники, ну, как в том же автомобиле, и сразу начинаются стонания, сразу начинаются вопросы, как это все обслуживать, как это все работает, будут ли запчасти, сколько это вообще прослужит. Такое тоже сплошь и рядом слышится. Поэтому мнение, как говорится, старшего поколения тоже очень немаловажно, при этом оно учитывается. Я уже наизусть все знаю, ты крутелкой покрутил, ну, там, подачу, напряжение, ну, индуктивность, может, еще кто-то побалуется. Вот, и все, будет результат, идеальный результат, отличный, но вот все же, как ты думаешь, оправданы ли опасения, что оборудование с энергетическим управлением будет сложнее в эксплуатации и обслуживания? Наверно, вот честно, даже не знаю на этот вопрос, как ответить. Я просто по своему опыту скажу, по нашим сервисникам. Я помню такую ситуацию, то, что наши сервисные инженеры, они были пенсионеры. Да, они были крутые электронщики, они там, не знаю, там могли все что угодно там собрать, сделать, отремонтировать, у них там богатый-богатый опыт, стаж. Но вот я пришел, когда работать в сварку, и оборудование стало поступать, и вообще производить, и продаваться все современнее, все новее, все технологичнее, все мощнее, даже не мощнее, а все именно технологичнее. Технологий все больше, больше, больше. И наши сервисники хватались за голову. Если первые, там, не знаю, трансформаторные аппараты, да, они научились там ремонтировать, там, инверторы первые, да, научились, и у них хорошо это получалось. Но когда приходили именно аппараты с каким-то там, с энергетикой, именно с какими-нибудь дополнительными функциями, ну, какой-нибудь, ну, такие уже современные, топовые, там, не знаю, промышленные, Feduk, OneLove, да. И, в общем, и наши сервисники все время как бы, ну, как сказать, ну, там чуть ли не хватали за голову, и приходилось им делать обучение, рассказывать, что вот это, что вот это, что вообще вот это вот зачем, вообще вот этот вот блок. Когда у них старая еще школа, как, ну, как сказать, они все понимают, но технологии настолько шли быстро вперед, то, что они не успевали за этим. И, ну, возможно, были такие разговоры, что, естественно, там, чем больше, там, не знаю, технологий, там, не знаю, именно в сварочном аппарате, тем вероятность поломки была больше, по их мнению. Ну, если взять статистику по отказам, например, такого оборудования, по, опять-таки, личному опыту, тоже по своему опыту, за опыт работы с ИСАБом, все, что могу сказать, что как раз в такое сложное, ну, не побоюсь этого слова, действительно, но технически сложное оборудование, и программно в том числе, вопросов больше возникало действительно по отказам в механике. И, что немаловажно, в это же время очень важным становилось правильное обслуживание источника.
Я имею в виду следующее. У нас самый частый вопрос при покупке любого оборудования по поводу продувки. Да, мы такие. Привет, привет, Дмитрий. По поводу продукции, по поводу как, что, где обслуживать, действительно, мы всем говорим, ребята, ну максимум раз в полгода, ну не поленитесь, открутите 2, 4, 6 винтов, поднимите корпус, никто же вас не заставляет брать в руки паяльник, мультиметр, подстроечную отвертку, если где это необходимо, и ковыряться в настройках. Нет, элементарно, элементарно. Продуйте сжатым воздухом, выдуйте пыль оттуда, которая очень любит, как говорится, собирать электричество. Тогда происходят внезапные, мягко говоря, веселые поломки, и причем дорогостоящие, то в этом плане подвожу мысль к концу к следующему, что оборудование, особенно с энергетическим управлением, делается из лучших компонентов по лучшим технологиям. Вот, что позволяет действительно обеспечивать его длительную работоспособность, причем в различных режимах эксплуатации. Ну вот про обслуживание, это мы всем постоянно напоминаем, всем постоянно говорим, что да, можно в любом случае, сервисный центр определит несанкционированное вмешательство, если оно таковое имеет место быть, и откажет в гарантийном ремонте. А наоборот, не обслуживание клиентам, потребителям оборудования, именно профилактическое, и является очень часто причиной снятия с гарантии на самом деле. Потому что не выполняются рекомендованные заводом-изготовителем условия эксплуатации. Это самый простой вариант. Вспомнил такой прикол, я видел ВКонтакте, и даже кто-то мне это присылал, личные фотографии, в общем, на производстве в России стоит Фрониус, какой-то самый навороченный TPSI 500, я не помню какой, на нем листочек А4 и написано, этот аппарат стоит 2 миллиона рублей, берегите его. Ну, как бы ухаживайте за ним, следите за ним. Ну, это да, вот самое главное, что действительно покупается оборудование серьезное, а условия эксплуатации могут и не просчитываться. Но эта тема, я думаю, для отдельного, так сказать, эфира, для даже не одного на самом деле. Вот, поэтому что можно тут сказать? Энергетика, давай, наверное, в финале, Сергей, Давай. это хорошо. Вот. Незнание, боязнь, какие-то, в конце концов, закостенелость какая-то. На наш взгляд, это плохо. Прогресс не стоит на месте. Всегда необходимо двигаться, учиться чему-то новому. И, конечно же, пробовать чему-то новому. Почему? Потому что мы вот в своем случае имеем отличнейший парк демо-оборудования, в том числе и аппараты с энергетическим управлением. Мы безбоязненно, на безвозмездной основе нашим заказчикам предоставляем на тест. Да, не месяцами, но неделю вполне гарантированно каждый по согласованию может получить оборудование, любое, пройти обучение от нас, получить именно базовое понимание, как работать с таким агрегатом, если там что-то супер-пупер навороченное. И в конце концов, довольный клиент, когда он попробует, когда он убедится, что это действительно работает, особенно в сравнении, если, грубо говоря, у них там стоит аппарат с тремя крутилками, двумя, то плюс, конечно же, плюс в том, что надо пробовать новое и не бояться ничего нового. В конце концов, действительно, 21 век, 2023 год, пора уже. Блин, все круто сказал, тут даже добавить нечего. Ну, вообще. Спасибо большое, то, что принял участие в этом эфире. Ну что, тогда через неделю следующий эфир будем делать. На какую-нибудь тоже Спасибо тебе, интересную тему. Сергей. Да, действительно, очень рады такой вот возможности общаться с профессионалами, с людьми с большим опытом. Спасибо всем, кто смотрел Да, нас, кто да. писал комментарии, передавал приветы. Вот, привет и вам. Самое главное, что успехов вам в вашем труде. Прогресс наше все, он нам поможет стать еще лучше и в конце концов добиться того, чего мы желаем. Поэтому будем прощаться на сегодня. Всем хорошего вечера, Всем большое хорошего спасибо. настроения. Да. Вот, Специалист спасибо, МВД по Александр, за различным вещам. комплименты. Вот, Сергей, тебе, да, комплимент. МДФ. Вот, будем Федук, прощаться. One Love. Ладно, все, хорошо. Да, Всем пока. Зрителям спасибо. Сергей, спасибо. пока.